Девочки, доброе вам солнечное утро. Небольшое видео о цветущих орхидеях. Слушайте, у меня сегодня полив. Так, выборочно, потому что некоторые фаленопсисы и остальные представители уже политы вчера, но некоторые еще не политы. Слушайте, вот только что решилась и под душем сполоснула вот эту красавицу. Думаю, здесь солнышко, открыла окошко, приток свежего воздуха, но она в полном распуске. Ой, слушайте, я почему-то вижу ее красивее, чем вы видите. Все-таки вот эти вот камера нюансы не передает. А ну давайте. Ну как тебе показать красоту? Ты ж такая красивая. Была такая пыльная здесь возле окошка. Я ее прям решилась и затащила в душ. Думаю, ладно, продушую. Арфа, так ее звать. 6 цветочков. Девочки, ну это не дело. Надо как-то ее красивше показать. Мне прям хочется на солнышке ее посмотреть. Во, другое совсем восприятие. Гляньте на эту прелесть. Она у меня вот так, цветонос растит, не спадающий. Я не делала ей подпорочку. Слушайте, ну я балдею от ее язычка. Цветочек достаточно такой, знаете, не как у обычных фаленопсисов, у которых такая неплотная структура. Здесь и не воск, но очень такая красивая. Красивая и плотненькая, и такая бодренькая. И, кстати, держит она цветочек тоже очень приличное количество дней. Я заметила, что все плотные цветы на фаленопсисах, они дольше держатся, дольше орхидея цветет. Почему-то так. Такая вот прелесть тут. Прелесть у меня. Так, девочки, ставлю ее на место. Конечно, скоро уже буду опускать. Уже пора опускать шторы, вот так делать, чтобы притенять. Но мне хочется, чтобы они немножечко в лучах солнышка покупались. Слушайте, моя энциклия, которая кахлиата, вырастила новый рост у меня, девочки. Она приехала вот с этим ростом и с чехлом. И в чехле там что-то виднелось. И, по-моему, и сейчас виднеется, но не хочет вообще выдавать цветонос, не растет, как заморозила. Выдала новую бульбу. И вот, смотрите, тоже тут, я так понимаю, чехольчик растет. Авось повезет. Посажена она у меня вот так, видите, в крупные кусочки коры вместе вот с той вот всей историей, в которой она приехала, с кокосовая, что там? Кокосовый, не субстрат, девочки, кокос. Кора кокоса или что там? Половинка кокоса. В общем, я так и оставила. Перевалила в горшочек такой побольше. И по бокам коринками ее, конечно, для устойчивости обложила. Пьет воду, обалдеть. Как вот я только что налила. О, корневой рост идет. У нее было прям там полный поддончик. Уже вижу, практически все выпила. Ну, очень жду. Там такие интересные осьминожки на этой красавицы, на этой орхидее. Энциклия интересная. Тут просто мало субстрата, и вот вода шурует вниз, но он быстро кустик выпивает. Это все. Вот я так оставляю в блюдечке. И вас уверяю, что через час тут ничего не будет. Так, девочки меня спрашивали, как поживают мои дендрофаленопсисы. У меня, девочки, всего лишь один дендрофаленопсис, который я купила у Ольги Вовк, да, и он распался на два куста. И один кустик, на две деленки. Один был такой себе хромой. Я тут, девочки, на стремянке стою. Я сегодня мыла окна, стою на стремянке. Смотрите. Привет! С тобой не поздоровались. Ты с девчонками желаешь поздороваться, да? Скажи, мама, поливай уже быстрее свои цветы и будем отправляться на проветриться. Не говорю это слово волшебное.
потому что будет нервничать. Подожди немножко, хорошо? Так что вот, смотрите, одна деленка, которая была совсем какая-то такая хромая, она дала вот, девочки, новые бульбочки. Как бы видите, вот прям одну и вторую. Как называется этот дендров фаленопсис, да? Я правильно говорю? Дендров фаленопсис. Ден мини яя. Жора, спокойно. Я уже заканчиваю. Я уже заканчиваю. В общем, короче говоря, долго так стоял. Он у меня посажен в мелкую кору, но пока, девочки, я не вижу новых корней. Может, от новой бульбы пойдет. Там у меня смесь всего что угодно. Может быть, это неправильно, я не знаю. Ну вот, вижу еще, смотрите, вот еще один ростик новый. Вот, весна пришла, проснулись. Вот еще новый ростик появился. В общем, та деленка, а это что такое? Это что, кейк идет? А нет, не кейк. В общем, раз, два, три, да? 3 новых ростика. А вот здесь что-то вот такое выдало. Я не знаю, что это такое. Вот так, из середины. Ну, листик, наверное. В общем, вот эта деленка вот в таком состоянии. Сейчас покажу, девчонки, вторую деленочку. Его же. А вот еще одна деленка этого же растения. Смотрите, что здесь происходит. Он здесь начал растить вот эти кейки. Видите? То есть вот у него есть полноценный такой с листьями новый ростик. Он, девочки, растет. Как бы это показать на солнышке? Он растет. А здесь какие-то, вот смотрите, кейки. На старых бульбах, прям на верхушках, повырастали вот такие кейки. Здесь и здесь 2 прям. Что, их отсаживать или пусть будет? Ну, я не знаю. И там, вон, вижу, что-то идет снизу. Еще один рост. Но этот кустик, конечно же, повеселее, позеленее, девочки. Вот такой вот у меня. Ну, я правильно говорю? Дендров фаленопсис, да. Они ж потом вот так из середины, бульба вызревает. Или рост. Как у них называется? Это вообще мой первый опыт. Была распродажа, девочки. Была распродажа, и я купила. Был хороший такой большой куст, но при перевалке он распался на 2. Теперь у меня 2. А я думаю, ну пусть будет 2. Какой выживет, такой выживет. Вот видите, как кейк интересно сверху. Корешки новые идут, беленькие. Вот видите. Тонкая корневая. Так, а что у этого по корням? Сейчас мы с вами посмотрим. Я тут на стремянке. Что у тебя с корнями? Тоже, кстати, корней не видно. Может, я сильно в мелкую кору засадила. Так, сейчас, девчата. Ну, вот видите, тут какие корешки симпатичные, да? У этих кейков новых. А в горшочке-то? А в горшочке. Ну, вот какой-то корень. Ну, я очень надеюсь, что эти новые корни зайдут в субстрат и освоят его, да? Ну, вот старые бульбы усохли. Одна бульба вот растет. Не знаю, девочки. Но это как кладовочки с питанием. Мы их не убираем. Да, правильно? Стоит влажненький. Да, там новый рост идет. Короче, вот такая история с моими дендрофаленопсисами. Может, надо снимать эти кейки и отдельно садить? А с другой стороны, зачем бульба питает его? Да? Слушайте, надо про них посмотреть, почитать. Что оно такое, с чем его едят. Здесь прям такие 2 малыша. В общем, девочки просили. Рассказываю, что у меня с ними происходит. Вот так. Это на сегодняшний день выглядит. Это как-то повеселее. Но здесь тоже есть потенциал. Я надеюсь. Тут что-то я корней не вижу. Ну, наверное, внутри там они. Но вот сейчас поливать не буду. Они пролиты. Может, им надо больше... Я их что-то поставила в эти ведерки. Может, им надо больше притока воздуха.
получается такой субстрат, как земля такой. Я прям насыпала им мелкого. Думаю, раз мелкая вот такая тонкая корневая, думаю, значит им можно вот такой мелкий субстрат. Может, дырки просверлить для аэрации. Ну, в общем, короче, пока вот такая картина. Посмотрим. Если, конечно, зацветут, когда подрастут, это будет вообще интересно будет понаблюдать. Девочки, посадила на фитиль свою болящую бабочку. Сейчас вам покажу свою, эту несчастную. У нее вот такая какая-то ерунда пошла по листьям. Видите? Но потом, после топсина, после лечения топсином, я топсин М и смазывала, и прям сыпала поверх грунта. И при проливе, как бы она всегда в топсине. Я сделала ей, вот видите, фитилек. Фитилек я нарезаю, знаете, рулон таких для кухни, для уборки тряпочек синтетических. Я нарезаю, вот лист растет. В общем, она что-то у меня начала хворать, давно еще остановилась, но потом начала растить корни. В общем, я сейчас ее на фитилек поставила, вот там внизу у нее топсин даже. Осадок с топсином. В общем, она у меня чисто на топсине живет. В этом сезоне дала 2 цветочка. Ну, симпатичная, красивая. Интересная. Joy Spotted. Что-то там еще. Не могу прочитать, потому что, смотрите, как корнями заросло название и все. Но она интересная такая. Надеюсь, что выздоровеет и будет хорошо себя чувствовать и хорошо расти. Вот они вместе тут стоят, вот с этой не бабочкой, которые они вдвоем вместе приехали. Это, по-моему, орхидея свиту, да, орхидея свиту. И это тоже орхидея свиту. Один заказ. И вот тут у меня, конечно, ничего не вышло. Сейчас, девчонки, ничего не вышло. Процвела уже не один раз со всех пазух, ну, с 2 сторон. И с одной пазухи, и с другой. И вот такой вот ромашкой процвела. Желтенькая ромашка. Знаете, кто это? Спот Леопард. Да? Спот Леопард. Вот тут у нее вышли корни. Я ей даже не предлагала фитиль. Сим Спот Леопард метелик. Да, орхидея свиту прям уверенно написали, что это метелик. Ну, будем считать, что это метелик. Немножко выгорела. Вот бутончик еще тянет. Она тоже что-то, вот они какие-то, знаете, обе. Там их было не одна. Кстати, в воде это корни растет. Было их несколько разных в тот завоз интересных орхидей, пилоричных. Но это было давно уже, может, года 3 назад. И вот они все какие-то девочки приехали. Вот смотрите, это тоже. Пораженные, что ли, какой-то бактериалкой или вирусом, бог его знает. Кто там? Собачки уже гавкают, тебя зовут уже гулять, да? Сейчас пойдем, Жорочка. Мама вечно со своей киностудией. Ну, вот я же уже... Он, кстати, тоже плотный, и когда он только распускается, он такой ярко-желтый. Ну, девочки, мне не повезло. У меня стандарт. А может, мне и повезло. Вот выздоровеет и будет себя прекрасно чувствовать. Красавчик. Так, у меня здесь еще цветущая, красивая парочка лаковая. Невероятно красивая. У меня, девочки, пару лет назад пропал Sugar Alex. А это вот, ну не то, что на замену, но в память о нем. Sugar Alex я уже не решилась покупать, но все равно оставалось желание, чтобы была такая орхидея. Но она, конечно, не такая ароматная, как Sugar Alex. Sugar Alex ароматный. Это Мету Кинг от Алюры. Ruby Diamond. Еще у него есть такое название. Ruby Diamond.
Посмотрите на эту красоту. Восковичок обалденный, с блеском, лаковый, красивый. Цветочек до 5 сантиметров. Есть аромат. А вы знаете, что у него есть аромат? Аромат очень нежный, тонкий, с нотками цитрусовых. Но Soga Relax, конечно, ароматил. Вау, как. Напишите, у кого Soga Relax живет благополучно и все в порядке. Мой был такой красавец, кто помнит, такой цветун. И в один момент просто развалился. Вот просто вот так пришла из середины, доставала пропавшие листья, то есть какая-то вот гниль. И все. Было очень печально. Всегда печалишься, когда любимые орхидеи так поступают с тобой. Либо ты где-то допускаешь погрешность в уходе, расслабляешься, знаете, как орхидея у тебя цветет из года в год, и ты уже расслабляешься, где-то вот душем пройдешь, где-то не вымокнешь серединку, где-то лишний раз хлебнешь водички. Орхидеи же все-таки лучше не долить, чем перелить. И все, потом пожинаешь плоды. Слушайте, ну этого здесь такая интересная цветовая наполненность. Посмотрите. Есть и яркий оранжевый, и вокруг колонки неончик. И сам он такой весь вау-вау. Так, обратная сторона. В общем, вот такой он с тыльной стороны. Прикольный, да? В веснушках. Слушайте, покажу сегодня еще вам один распуск. Очень похож на этот, но форма другая, но цветовая гамма та же. В другой локации. Вот здесь он у меня стоит, красавчик. Вместе с дисхидией Apple Leaves. Так, здесь у меня орхидея, моя любимая Мелодия. Девочки, она заболела. Заболела. Лечу. Не знаю. Если не выйдет, то буду прощаться с ней. Полный горшок корней, но вот такая ерунда, как сухая гниль. Это ужас. Уже тоже топсиню и вредителей, короче, травила. Не знаю, посмотрим, как будет дело обстоять. Так, кто здесь у меня? У меня здесь вот доцветает такая прелесть. Это какой-то гибрид сложный. Девочки, листья после обработки санмайтом. Такие вот не очень привлекательные. Да, уже отцветает. Цветет на множественных цветоносах, по 2-3 цветочка на каждом. Тоже так нежненько ароматит, плотный цветочек, интересное строение цветочка, посмотрите. Видно породу. Не просто так. Она у меня вот так лежит. Еще представляете, до сих пор она у меня не пересажена. Смотрите, какая розетка. В 12 горшке. Но, к сожалению, нету никаких надписей. Сейчас я немножечко ей дам водички. И после цветения займемся ее пересадкой. Ну вот она типа как Леодора, знаете, вот так вот свисает вниз головой. Я думаю, что если я ее пересажу, особо ничего не изменится. И на прошлой неделе я тут немножечко модернизацию многих орхидей проделывала. В том плане, что давала им те, которые сильно пересыхают, вот эти же фитили. И вот тетраспису тоже. Не знаю, повезло, не повезло. Он попал под мое, так сказать, внимательное рассмотрение. Он у меня сильно пересыхал. Может быть, ему и нехорошо, что я ему дала фитиль. Может быть, ему и это и не понравится. Но я надеюсь, что он мне просигналит в случае чего.
Так, что там он как-то у меня. В общем, он тоже так цветет. Вот эти цветоносы у тетрасписов, девочки, не срезаются. Они каждый сезон продолжаются. Это тут за несколько лет уже такие длинные цветоносы. И на краешек это все были цветочки. Видите? И вот на краешках он наращивает и наращивает бутончики. Может делать вот такие вот разветвления. Да. Со следующего сезона может выдать новый цветонос. И когда их будет много-много-много, кстати, листьев немного. И вот видно по последнему листику, что как-то ему не сильно хорошо жилось. Но он сейчас наращивает корни. Возможно, я сейчас начну смотреть внимательнее за ним. И если ему будет... Что-то этот фитиль как-то лег неправильно. Если ему будет сильно влажно, я не буду оставлять воду внизу. Потому что я вижу, там уже манка началась. Хотя она и была. Здесь немножко сделала ему дыхание при помощи вот такого вот крючочка, чтобы горшочек не стоял прям плотно в кашпо. Ну, надеюсь, что ему этого достаточно. Тоже люблю, как он цветет. Вообще тетрасписы, они, конечно, недолго цветут. Это хотя гибриды уже видовые, но они прикольные. Ну вот у меня в моих условиях не хотят они наращивать шикарную листву. Так, девочки, у меня же процесс ожидания запущен. Я купила себе фаленопсис Яншуа Sweet Girl. Моя любимка развалилась. Мне подарили еще детку моей любимки стандартной, прекрасной ароматной девочки. Ой. Я купила себе вот этого пилорика. И смотрите, в размере 2,5. И, девочки, гляньте, у нас цветонос. Вангуем. Будет ли это пилоричная Shiny Girl? Хотя тут написано не Shiny, Shuai Sweet Girl. Ну, в общем, обещают по картинке, что это должна быть вроде как бабулетка. Ну, прям интересно, видите, цветоносик выпустила. Ну, так неплохо. Корни уже в активном росте. Видите? Поливаю, стоит она у меня здесь. Скоро уже буду этот стеллаж, вот этот белый, переносить на северную лоджию, но, наверное, где-то в апреле, пока еще холодно. Слушайте, я вспоминала, в прошлом году март был намного теплее. А вот здесь у меня красота моя. Ой, красота. Девочки, пока еще не выпустила видео, в котором вас просила название этой орхидеи. Может, кто знает. Возможно, сейчас, когда вы уже посмотрели и написали мне комментарии, если вы мне написали, то я напишу на экране название этой орхидеи. Но пока еще вы не видели ее. Не, вы уже ее видели. Но видео пока еще не выпущено. В общем, красотка. Вижу, корешки уже подсохли, но там еще влажно. Можно немножечко... О, растущий корешок. Видите, вот так она живет у меня здесь. В закрытой системе. И листик. Ой, слушайте, весна. Все проснулись. Какая красота. И мой Суга Лоуренс. Красавчик. Девочки, как вам он? Вообще, да? На солнышке. Просто супер. Сейчас я эту полочку разберу, пополиваю там, кому надо. Кому надо, немножечко водички. Здесь даже не знаю. Вот сейчас не полей, пересохнет. Но вижу, что еще влажненько. Но я немножечко в одну точку налью. Так, не буду прям полностью, а чуть-чуть водички налью. Она у меня в очередной раз водичка с Микахелпом. Ой, ты моя красавица. Ой, ты моя аппетитная. Микахелп у меня, девочки, разведен. Я вот так в одну точечку налью, там буквально полсантиметрика.
Получился сантиметрик. Ну, в общем, вот так. Ты моя красота. Так, и хочу, знаете, кого глянуть? Господи, это мой Будда Треже. Несчастье мое. Несчастье мое. Когда ты уже возьмешься за ум? Ой, он пересох, девочки. Он очень пересох. Видно это даже по листьям. У него мох, а внизу гидропоника. Давайте мы его срочно, девочки, срочно польем. Это я тут вытираю пыль на полочках. Так, он обработан. Я его тоже вот так чуть-чуть наливаю ему водички. Он же у меня помирал. Он как заново начал расти. Оставляю ему вот так чуть-чуть водички. Вижу вот корень. Уже мох из корня все высосал, всю влагу. Мох-то живой. Больше воды налью. Блин, вижу корни новые. Чего я так зевнула? Я не поняла. Я не поняла. Ну вот так налью. Сейчас. Постепенно, постепенно начнет пить. И все будет хорошо. Ох, я тебя засушила практически, да? Ну ты уж меня извини. Ты не такое переживал. Ну, листики нормальные. Так кажется, они так заворачиваются. Кажется, что как будто тургор потерян. Девочки, я так и не купила дубль. Заказывала. Уже когда совсем махнула рукой, думаю, ну все. Не видать мне Будды Треже. Но он, когда я его пересадила на наращивание корней вот в такую систему, видите, керамзит, ну, гидропоника и потом живой мох. Он немножечко как бы так, не немножечко, а именно воспрял. Надеюсь, мы с вами дождемся его хотя бы первого цветочка. Эх, тоже уже хочет пить мой Сога Лоуренс. Ты тоже хочешь пить? Веселый ты парень, красивый, яркий, замечательный, с интересным ароматом. Но, кстати, сейчас на солнце аромат очень даже цветочный. Хотя бывает, что напоминает какую-то еду, какую-то колбасу, сырочек. Не, вообще здоровски, да? Боже, я люблю вот такие яркие акцентные орхидеи. Вау, вау. Фото на память. Ой, сейчас тебя тоже полю, что ты вываливаешься из горшка. Я его недавно пересадила. Крупная кора и мох. Видите, как он высох уже. Хотя вот коринки еще влажные. Не совсем все пропало. Но горшок уже очень легенький. Сейчас мы тебя тоже польем. Не проживай. А так вот машет. Ой, я не знаю. Чем-то мне Жорика напоминает. Такой же веселый, яркий. Когда смотришь на такие орхидеи, прям настроение. Девочки, я так в одну точку лью. Настроение прям становится такое. Поднимается, короче, настроение. Хочется улыбнуться, вот так я вам скажу. Хочется улыбнуться, когда смотришь на такие расцветки. Сразу такое, знаете, вот в окне солнышко, орхидея такая яркая. И прям так здорово становится, тепло-тепло становится на душе. О, девчонки, вот еще моя не бабочка. Еще одно разочарование прошлого года. Фангмей Свит Пилорик. Туес. Вот и с этой стороны цвела, и с этой стороны. И вот всегда вот такая вот мультифлорка. Но в этом году не дала много цветочков. Я прям со стаканчиком с мхом засунула ее в бусинку, в горшочек. Она, кстати, здесь неплохо нарастила корней. Я ее не разбирала, не снимала мох. Но здесь неплохо себя чувствует. Вот растит листик, цветет. Но в этом году из-за недостатка света мало очень цветочков. Буквально вот было там раз, два, три цветочка. Может, продолжит цветонос? Я не знаю. Вот вам и Фангмей Свит. Не случилось. Друзья мои, хочу закончить свое видео сегодняшнее вот этой красавицей каменной розой.
Она у меня немножечко попала в реанимацию. Очень часто фаленопсисы, каменные розы, ну, как бы не то, что странно себя ведут, ну, с ними случаются всякие неприятные вещи. И вот у меня тоже скинула она корни. Начала сначала, первое, что начала делать, это, конечно же, пропадали корни ее и начали листики засушиваться, покидать кустик. В общем, листопад начался. Но я ее восстановила в закрытой системе, пересадила ее в смесь крупной коры и живого мха. И, в общем-то, вот после восстановления появился у нас новый лист и цветение. Вижу, она собралась продолжать свой цветоносик. И хочу вам показать еще одну каменную розу, которая у меня очень долго адаптировалась. Это сюрприз девчонки от Sony. Я покупала, наверное, около десятка орхидей, не зная, что за орхидеи. Была такая авантюра у меня. И вот что у меня расцвело после нескольких лет адаптации. Я тоже увидела, что как-то крутит эта орхидея носом, и я ее на восстановление корней посадила в плагрон. Ее второе цветение у меня в моих условиях. Но мне кажется, что это все-таки пилоричность просматривается на петалях в виде таких незначительных защипчиков, как мы любим говорить. Отличается форма цветочка и размер двух каменных роз. Посмотрите, каменная роза от Sony. Ну, я надеюсь, что это каменная роза, девочки. Возможно, вы знаете другое название, возможно, мне нечего сравнивать, может быть, это совершенно разные орхидеи, но визуально кажется, что это тоже каменная роза. Не могу сказать точно, потому что они пришли как сюрприз, вот именно вот это. И долго я ждала ее цветения, и когда она расцвела, я долго не могла понять, что же это меня такое ждет, что за сюрприз. И вот в этом сезоне 3 бутончика. 3 бутончика. Сейчас покажу вам еще третью свою представительницу фаленопсисов, каменная роза. Она тоже цветет, но стоит в другой локации. Была куплена у меня взрослым кустиком, в отличие от этих двух. Это первая самая, был кустик подросток. Тоже долго адаптировался, но все получилось. А вот это, конечно, малышариком приехала. Но не 1,7, 2,5, но адаптировалась очень долго и тяжело. Вот так. Идемте посмотрим еще одну мою красотку, каменную розу. Не могу ее снять со стеллажа, чтобы сюда принести. Она прям там в джунглях у меня, среди остальных орхидей. Ну вот еще одна моя красавица. Ой, вот так у нее на сегодняшний день выглядит цветонос. Мне нравится, что она с такими беленькими ушками цветет. Ну да, она похожа, конечно, на ту первую красавицу. Но вы знаете, они цветут по-разному, бывает. Плюс-минус похожи из-за того, что у них разные условия содержания. Вот так вот. Вот здесь такая красота. Еще одна, третья каменная роза.